Друзья, смотрите, югринчик, вот такой вот Powerbank, и вы скажете, Bubble такой был уже. Такой, да не такой. Вот такой вот с эмоциями. У нас, в принципе, был обзорчик, но вот эта вот вся разница в том, что здесь есть вытягиваемый магнитный кабель. То есть сегодня у нас не будет большого долгого обзора, будут базовые тесты для подтверждения его аутентичности. Смотрите, насколько он достается. При этом этот кабель с E-маркером, скажем так, для быстрой зарядки. И, в принципе, это очень-очень классно сделано. То есть вам не нужно с собой таскать огромное количество этих кабелей. В общем-то, Ugreen, они сейчас выступили очень сильно именно по нексодовым. То есть фактически это GAN-зарядник, да, который у нас вот нексодовый, 20 тысяч мА, GAN-зарядник в виде пауэрбэнка. Вот так вот безопасная зарядка, 100 Вт быстрая зарядка для лэптопов, для чего угодно. То есть им можно заряжать все что угодно. 65 сантиметров у нас вот этот вот кабелечек, который вытаскивается. Это прям вот топ. Давайте так, мы сейчас пойдем посмотрим, сколько он стоит, что они заявляют. А дальше уже будем с вами продолжать тестирование. Ну, во-первых, еще и подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Поехали. Стоит он $68 на AliExpress. Не окончательная цена. Если вы покупаете на aliexpress.com, то у нас еще есть промокоды в описании под видео. Пожалуйста, переходите, смотрите. Промокоды всегда актуальны. Теперь 165 Вт. Это у нас... Подождите, здесь написано 100. 165. Господи, это для лэптопов 100. Вот это я гоню. 165 Вт. Ничего себе. Вот это нормальная тема. Давайте дальше смотрим. Ugreen нексодовый Powerbank. GAN Powerbank. Дожились, Теперь у нас 30 минут MacBook Pro заряжает до 43%. Это все прикольно. Вот, кстати, классно, что идет в комплекте теперь кабель. Еще и магнитный. На один порт 100 Вт. Зарядка 3 девайсов сразу. Емкость 20 тысяч мА и у нас TFT Smart Display. Ну, TFT Smart Display мы рассматривали, а это, кстати, знаете, что за вот эти вот ячейки, да? Это как у Теслы. Прикольно. Теперь заряжается почти за 2 часа. У нас защита от, ну, скажем так, от перегрева, от всего остального. Тут есть, конечно же, чипы защиты. И по расписанию у нас USB-C 1 100 Вт максимально, USB-C 2 100 Вт максимально и USB-A 22,5-33 Вт максимально в зависимости от вариантов исполнения. На двухпортовой, это, кстати, у нас на single порт, чтобы вы понимали. Смотрите, на двухпортовый USB-C 2 плюс USB-A 20 Вт максимально. Вот так вот. Вот так вот. А если USB-C 1 и USB-C 2, то у нас будет 100 плюс 65. А трехпортовый у нас будет работать, знаете как? У нас будет 100 максимально на первом USB и C2 и Type-A 20 Вт максимально. Вот это, кстати, прикольно. И зарядка его идет 100 Вт. Кстати, знаете, чем я заряжать его рекомендую? Вот если хотите безопасно заряжать, то есть вот такой вот у меня зарядничек, мы на него обзорчик еще сделаем, защитой от перегрева. Это Ugreen, тоже с вытаскиваемым кабелем, вот он, кстати, смотрите, вот Ugreen с вытаскиваемым кабелем, именно европейская версия, 65 Вт, он тоже GAN, ну это такой, знаете, это легкий вариант. Конечно, если хотите на сотке заправлять на максималке, то у нас мы делали огромное количество зарядок, тоже Ugreen, я размещу все в описании под видео. Лисичка, не забудь, пожалуйста, для тебя кричим. Но вот это классная тема. Вот это классная тема с вот этим вот зарядником, вообще топ. 65 Вт, тоже GAN, и у нас вытаскивается кабель. То же самое, на 25 тысяч вытаскиваний хватит. Поверьте, столько сам зарядник не проживет, сколько проживет этот кабель. Поэтому рекомендую, тоже ссылка в описании под видео. И, кстати, еще и у нас есть вот такой вот кабель, видите, который вытаскивается за 5,87, 1-метровый Type-C на Type-C с быстрой зарядкой. Самый обыкновенный кабель с быстрой зарядкой на 100 Вт, который просто-напросто вытаскивается на 4 уровня. У него есть разные длины, можно делать. Но мы сейчас не про это, а возвращаемся к самому пауэрбанку. Теперь смотрите. Что у нас интересно? Ну, кроме того, что у него там размеры и все остальное, это все вы сами прочитаете. Информативный дисплей. Классная тема, которая показывает, сколько ватт отдает на каждый из портов. Мониторинг температуры 200 раз в секунду, то есть у нас постоянный, и 13-уровневая защита. То есть смотрите, от
высокой температуры, от низкой температуры, от входящего, скажем так, повышенного ампеража, от овервольтажа, от исходящего ампеража и исходящего овервольтажа. То есть у нас невозможно его либо перезарядить, либо что-то зарядить с ним, скажем так, перезарядить. И у нас есть от перезаряда, от глубокого разряда и, короче, очень огромный, от короткого замыкания и вот очень много разных уровней защиты. Все-таки это ган-зарядник. Теперь по емкости батарей. 5 лет оно упадет только до 80%. Это прикольно, это прикольно. И пошло-поехало, тут уже расписывают, что они, как, чего можно заряжать. Но нас это уже мало волнует, потому что мы сейчас с вами поговорим немножко про другое. Мы поговорим про то, что у него есть КПД. И обычно рассчитывают, когда 20 тысяч вольт, 20 тысяч миллиампер, то это в среднем от 11 до 13. Почему так происходит? Потому что внутренние аккумуляторы работают у нас на 3,7 вольта и рассчитывается емкость конкретно на 3,7 вольта. Заявляют они на коробке, чтобы вы понимали, я вам сейчас прочту, заявляют они на коробке 72 ватта у нас емкости, именно потому что ватт-часов нужно считать емкость в ватт-часах. И мы получили, скажем так, в ряде тестов 67, 68. То есть это допустимо с учетом потерь нашей нагрузки, с учетом потерь наших тестеров. То есть реально где-то в районе 70-72 ватт он честно показывает. То есть по сути это примерно 11600 при 5 вольтах. Поэтому это вот честная емкость. Хорошо, мы это подтверждаем. При том, что на заряд он спокойно отбирал 100 ватт. Мы, пожалуйста, на тестере вы сейчас видите. 20 вольт, 5 ампер, вообще без вопросов. В одном варианте вот 100 ватт мы когда разряжали, тоже во втором варианте. То есть, по сути, когда мы его начали тестировать и проверять, мы поняли, что емкости он соответствует. Давайте мы сейчас с вами, ссылки, во-первых, в описании под видео, как и промокоды, но мы сейчас с вами возьмем тестеры и проверим, во-первых, рассмотрим его и проверим его реальные тесты. Вообще, открываем, если что, оригинальный обзор, который у нас был, у нас 3 модели вот этих вот было. Там просто разница только лишь в том, что здесь есть вот такое вот окошечко, в отличие от 20 тысяч миллиампер. И есть здесь вот такой вот кабель. Ну, то есть вот таким образом. Сам по себе выглядит вот таким вот образом. Да, у нас есть заряд, да, то есть у нас, пока что ничего у него не отбирает. То есть если мы сейчас сюда включим, допустим, мой OnePlus 13, то мы увидим вот такой вот, кстати, SuperVOOC, видели? SuperVOOC, вот так вот. И мы видим здесь, что он показывает C1 out, то есть вот этот C1 он до 100 ватт, мы его обязательно сейчас проверим. И видим, сейчас он дает там 25. Так вот мой смартфон берет на больше 70% заряда, тут уже не от него зависит. Давайте посмотрим стандарты быстрой зарядки, которые есть в нашем пауэрбэнке. Это Power Delivery Trigger. Нас он сейчас пока не волнует. Хотя он, слушайте, 20 вольт, 5 ампер он сразу взял. То есть он увидел ready. Мне аж интересно. Стой, слушай, а давай сразу ему нагрузку дадим. Вот если он взял сразу 20 вольт, то почему бы и нет? Почему бы сразу нагрузку ему не дать? Выдержит 100 ватт, как думаешь? Да. Выдержит? Да. Сейчас тестируем. Сейчас смотрим. 70 ватт, 80, 90. 7. 97, да? Вот он. Все, мы сейчас увидим. 97,9. Плюс потери получается. Так, по протоколам быстрой зарядки. Power Delivery 3 на порте 1 105 ватт показывает. Из того, что мы здесь видим, DCP 5 вольт 1,5 ампера. Давайте еще раз перетестируем. Давайте протокол Detect еще раз для полной уверенности. Все, смотрите, SCP 22 ватта. У нас Quick Charge 2 12 вольт. Quick Charge 3 12 вольт. Отлично. И Power Delivery 105 ватт. Все, пожалуйста, Samsung HFC я здесь не вижу. Давайте мы сейчас выйдем сразу в Power Delivery Trigger. Посмотрим, что у нас тут есть. Есть. И поехали вниз. 20 вольт, 5 ампер. Посмотрим, что он нам покажет сейчас. Так, подключили в таком варианте и смотрим максимальную мощность, которую способен выдать наш Powerbank.
80-90, это уже круто. Это уже круто. То есть спокойно ноутбуки заряжать можно. 99, я думаю, что сейчас 100 мы увидим. 100, все, 100 ватт. Честные 100 ватт он спокойно держит. Теперь проверка на защиту от перезарядки. Я подал чуть-чуть больше вольтажа, пожалуйста, отрубилось. Все, идеально. У нас с вами абсолютно безопасный пауэрбэнк. Давайте мы сейчас сделаем это для другого. Мы сейчас что будем использовать? Мы будем использовать фирменный кабель. А почему нет? Ну, интересно же. Открываем. Смотрите, какой кабель прикольный. Ой, слушай, как вот это удобно, да? Вот раньше было, да, там нагребешь этих кабелей, носишь их с собой, там черт знает что. Сейчас тут вообще все отлично. Так, включаем, смотрим Type-C 2. Смотрим протокол Detect на Type-C 2. Huawei SCP 12 вольт, SCP 22 ватта, Quick Charge 12 вольт, 20 вольтового нету, Quick Charge 3 тоже 12 вольт и Power Delivery у нас тоже 105 ватт. Да ладно, слушайте, прям интересно. А ну давайте сейчас посмотрим. Так, идем на Type-C 2 в Power Delivery Trigger и пробуем опять же 20 вольт, 5 ампер. То есть мы должны понимать, что второй порт у нас тоже выдает честные показатели. А ну, смотрим. Конечно же, прикольно, что у него там есть эмоции. 100 ватт чистые. Смотри, 100 ватт. Он даже 107 дает, но это за минусом потерь. Даем ему больше вольтаж, проверяем, есть. Отключается защита, есть, хорошо. И я предлагаю проверить еще Type-A порт. Ну, это чисто вот, знаете, Type-A, это проверка на... Смотрите, как прикольно кабель, смотрите. Оп, и он сложился. При этом у него 4 ступени есть вот этого дела. Раскладываем. И проверить предлагаю Type-A порт на вот эти вот самые... Нет, не Power Delivery Trigger. Хочу увидеть, какие он поддерживает протоколы. В принципе, проверять 22,5 ватта нам вообще нет смысла. То есть мы по факту увидим здесь 22,5. О, здесь уже появился Samsung HFC 12 вольт. Появилось 23 ватта SCP. Появилось 12 вольт Quick Charge 3, 12 вольт Quick Charge 2. То есть, ну, само собой, Power Delivery триггера тут нет. Что я могу сказать? Достаточно интересный, честный Powerbank. Прикольно, что у нас есть, ну, вот если, допустим, мы там включим с вами, давайте любую нагрузку дадим, вот самую маленькую. Ой, смотрите, ему включаешь, у него вот эти вот эмоции такие прикольные, там, включил, он такой довольный. А ну, сейчас выключим. Все равно довольный, а мы ничего не дали ему. Сейчас мы ему дадим заряд, сейчас посмотрим, как он заряжается. Так, давайте подключим, проверим, сколько он заряжается. И посмотрим, 50 ватт, 71, 91, 97. Спокойно сотку берет. Слушайте, вообще прикол. Вообще прикол. Спокойно берет сотку. А если в этот момент что еще подсоединить на разрядку? Вот просто интересно, насколько это вообще реально. Где мой смартфон вообще? Ага, вот он. Давайте подключаем. Да ладно. Он может и заряжать, и разряжать одномоментно. Смотрите. Вы поняли? In и out. Вот это вот прикольно. Его можно использовать вот для, допустим, для питания роутера или чего-то еще другого. То есть как источник бесперебойного питания. Он может и заряжать, и разряжать. То есть, а если сейчас, вот смотри, смартфон заряжается, какой-то тикток идет дебильный, смартфон заряжается, если я выткну сейчас резко зарядку, он будет продолжать, но он отключится и включится. Ну, само собой, как ИБП он не работает, но заряжаться и разряжаться одномоментно может. ИБП это значит, что у него есть переключение, то есть у вас прибор ваш все равно переткнется, скажем так, переключится. То есть что есть, то есть. Но вот это вот класс, вот это класс. Ребят, я готов сделать выводы. И вывод у меня такой. Один из самых интересных пауэрбэнков сейчас вот на рынке. Во-первых, это GAN зарядник. Во-вторых, это зарядник с степенями защиты, 13 степеней защиты. В-третьих, у него нормальный набор портов, то есть два Type-C, один из которых имеет собственный магнитный кабель. Да, у него магнитка с 4 степенями свободы или с 3, или 4 степени, 5 степеней свободы, при этом на 65 сантиметров достается. 20 тысяч миллиампер при 3,7 вольт, то есть реальных там 70 ватт часов он дает. И я его, конечно же, рекомендую. Недорого, богато, классно и очень удобно и функционально. Главное, что это GAN зарядник, безопасный. Все, с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.